Всем привет! Вы снова на канале «В гостях у Мишани». Вчера были в магазине и обратил внимание на такую маленькую красивую тыкву, которая сегодня я решил ее зафаршировать. Сделать немножко эту тыкву фаршированную с нотками Востока. Это с сухофруктами, кедровые орешки, мед. Значит, что нам для этого надо? Для нашей фаршированной тыквы. Мы возьмем оливковое масло, возьмем сироп гранатовый, мед, 20 грамм кедровых орешек, 60 грамм изюма, пять-шесть семян смешанного перца и 5-6 семян кориандра, куркуму. Возьмем с вами 250 грамм мяса, 3 нити шафрана мы разбавили в теплой воде, 2 ложечки теплой воды на 3 ниточки шафрана. Палочка корицы. Это восточный вкус. Ну и сварили заранее рис. Рис круглый. Ну, начнем раньше с тыквы. Тыкву мы уже почистили. Вот такую шапочку красивую мы сделали. Теперь нам нужно так. Возьмем ложечку меда. Вот так, ложечка меда, ложечка гранатового сока, кислинку не забывайте, Восток, кисло-сладкое. Так, возьмем оливковое масло, смешаем все хорошо, подружим всех хорошо между собой, вольем вовнутрь тыквы. И хорошо разотрем. Впитываем в тыкву мед, маслица, чтобы внутри было, и гранатовый сироп. Придаем вкус заранее, немножко вкус тыквы. Все. И так мы оставим ее в сторонку. Она пока нам не нужна. Мы раньше подготовим все, что нам надо для этого блюда, а потом нам останется только это блюдо собрать. Значит, обязательно кедровые орешки нам нужно поджарить, подсушить. Значит, запах, сладкий запах с маслом этих орешек. И уже чувствуется запах. Наши орешки подрумянились, подсохли. Запах обалденный. Все. Теперь мы поставим в стороночку. Поставим наш казан на огонь. Будем нагревать его. Нарежем лучок. Опять же, мелкими кольцами, кто не хочет его сильно чувствовать в блюде, режьте мелкими кольцами. Или под четверть кольца. Лучше четверть кольца режьте. Тоненько, видите, тоненько. Карамелизированный, тушеный. Пока лучок мы бросили на сухую сковородку, чтобы испарилась немножечко водичка с него. Тогда ему будет легче карамелизироваться. Это можно половину кольца сделать. Вот так. Какой запах лука. Теперь грамульку мы добавим оливкового масла. И подсолнечного.
И убавим немножко температуру, дадим лучку тушиться. А тем временем мы нарежем мясо. Мясо мы будем резать на маленькие кусочки 1,5–1 сантиметр. Ну давайте мы сделаем вот так. Нарежем его раньше на вот такие вот стейки. А потом этот стейк нарежем еще вот кусочек. Видите, какие кусочки получаются у нас? 1,5. Берем 200 грамм мяса. Прежде чем его укладывать в лучок, нам надо немножечко подкарамелизовать лук. Нальем еще немножко маслица. И отправим наше мясо. Не будем спешить его переворачивать. Пусть оно хорошо схватится. Дайте ему 5 минут, пусть он отдохнет, полежит. И мы еще к этому мясу добавим веточку тимьяна. Я очень люблю тимьян. А потом будем корицу добавлять. Специи попозже немножко. Но сейчас нужен тимьян. Сейчас к нашему мясу подойдет тимьян. Солить еще не будем, солить рано. Ну все. Жидкость мы добавлять не будем. Мы просто уменьшим немножко огонь. Накроем крышкой. И пусть тушится в собственном соку. А мы пока посмотрим нашу тыкву. Посмотрите, наша тыква уже пустила сок. Видите? Вот в этом соку будет томиться и наше блюдо. Еще раз напомню, мы взяли ложечку меда, мы взяли ложечку гранатового сиропа, мы взяли ложку большую столовую оливкового масла. Все перемешали и смазали нашу тыкву изнутри. Значит, наше мясо уже немножко подрумянилось. Лучок, видите, не горит, а карамелизируется. Потому что это все в своем соку сейчас. Добавим сейчас кориандр и смесь перцев. Щепотка, буквально щепотка кориандра и щепотка 3-4 горошины кориандра и 5-6 горошин черного перца. Кориандр дал свое, конечно. Еще немножко будем вынимать мясо. Нам нужно сейчас бросить палочку корицы. Вот так. Чтобы корица дала свой запах. Я его не могу передать. И прикроем, не будем мешать. Наше мясо готово почти. Мы его посолить надо, обязательно посолим. Щепоточка немного, кто как любит, ребят. Наше мясо почти приготовилось. Нам перекласть в другую посуду. Вот так. Значит, кедровые орешки.
Мы добавим маслица. Мы добавим наш рис. Уменьшим, на самый маленький огонек поставим. Так. Добавим пол ложечки, даже меньше, четверть ложечки куркумы. Подружим наши специи между собой. Дадим подружиться. На минут 5 мы возьмем нашу корицу с мяса, положим в рис. Так как в мясе она уже не нужна. Она в мясу отдала свои ароматы. И подождем еще минут 5. Как наш рис пожелтел. Кстати, какой цвет. Взял 3 кюраги и 2 ложки изюма. Столовые ложки изюма. Ну все, теперь давайте смешаем. Отлично. Сейчас я нарежу быстренько курагу нашу и добавим немножко масла. Ребята, посмотрите, какая это красота. Наши сухофрукты, желтый рис, орешки. И мы здесь лишними специями не перебиваем вкус ни риса, ни мяса. Когда готово, я придумал такое вот кольцо, подставку для нее, потому что она здесь, обратите внимание, кривая. А резать так. И берем шафран. Наш шафран. Здесь 3 нити. Мы залили 2 ложки столовые теплой воды и настояли. Такая же восточная кухня, ребят, без шафрана, без сухофруктов, без шафрана. И польем нам рис. Теперь мясо. Наше, видите, точно хватило места. И палочку корицы обязательно. Вот такой вот шедевр у нас получился. Сейчас мы закроем его крышкой. Дадим немножко постоять. Сразу не надо запекать. Надо, чтобы все подружились. Соки между собой, специи между собой. И тогда мы будем запекать. Прошли долгожданные 1,5 часа. Будем вынимать наш шедевр. Что у нас получилось? Ну, пахнет, конечно, очень пахнет корицей, сладостями, изюмом. Давайте мы ее откроем и посмотрим. Посмотрите, какая это красота. Посмотрите, мясо наше. Давайте мы ее надрежем и посмотрим. Такое мягкое, разварилось. Вот так. Вот так. Посмотрите, какая красота. Я хочу сказать, что мы не плов делали в тыкве. Очень вкусное мясо. Просто тает во рту. Он подварился так, как надо.
сладость наших сухофруктов и пряность наших специй. Это взрыв вкусов во рту. Блюдо очень интересное и очень вкусное. Всем пока-пока. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч.